Если впереди меня ждет очень загруженная неделя, и я знаю, что совсем не будет времени вечером приготовить ужин, то в воскресный день выделяю примерно 3 часа времени и делаю заготовки. Идеями именно таких заготовок хочу сегодня с вами поделиться. Причем буду готовить блюда, которые прекрасно переносят заморозку. А после бережного правильного размораживания все эти блюда не теряют внешнего вида и своих вкусовых качеств. В описании под видео укажу все ингредиенты и список необходимых покупок. Начинаю готовить ужины на неделю вперед на всю семью. Для первого блюда необходимо замочить фасоль на 6-8 часов. Удобнее и легче фасоль залить водой на ночь. У меня фасоль двух сортов – белая и красная. Но это совершенно не принципиально, так как для блюда подойдет фасоль любого сорта. Заливаю ее холодной водой, уровень воды достаточно большой, так как фасоль впитывает много влаги. Вот так фасоль выглядит перед началом приготовления. За ночь она очень хорошо набухла. Воду с нее я слила, фасоль хорошо промыла, выкладываю в кастрюлю и заливаю чистой холодной водой. Довожу фасоль до кипения и первую воду сливаю. Снова фасоль заливаю водой и добавляю столовую ложку растительного масла. Добавление масла не только делает фасоль вкуснее, но и немного уменьшает время ее приготовления. С этой же целью можно добавить в фасоль пищевую соду, но мне этот способ нравится несколько меньше. В начале варки на поверхности образуется пена, при помощи шумовки ее снимаю. Время приготовления фасоли примерно час 20, час 30. Соль кладу в самом конце. И всю жидкость, в которой фасоль варилась, сливаю. Красный сладкий перец освобождаю от семян и сердцевины и нарезаю тонкой соломкой. Также тонко шинкую стебель сельдерея и измельчаю головку репчатого лука. В глубокую кастрюлю вливаю растительное масло и пассерую овощи до мягкости, примерно 1,5-2 минуты. Филе куриной грудки режу произвольно на кусочки. Размер этих кусочков, более крупные или более мелкие, как мне кажется, зависит от нашего с вами настроения. Нарезанное куриное мясо перекладываю в кастрюлю к овощам. Обжариваю ее со всех сторон, периодически помешивая. Конечно же, никакой жареной корочки, как вы видите, здесь нет. Просто грудка подпекается со всех сторон. Добавляю специи: сушеный чеснок, молотый кориандр, черный молотый перец и соль. Тушу курицу с овощами и специями еще примерно 5 минут. Сверху ровным слоем кладу вареную фасоль. Добавляю листики свежего тимьяна, также прекрасно подойдет и сушеный. И еще мне понадобятся томаты в собственном соку. У меня целые, и я их немного измельчаю ножом, можно уже взять резаные. Отправляю их в кастрюлю. Курицу с фасолью в томатном соусе тушу под крышкой еще примерно 15 минут. В это время огонь под кастрюлей совсем слабый. Вот так выглядит готовое блюдо. Все компоненты прекрасно приготовились и сохранили свою целостность. Осталось блюдо полностью остудить при комнатной температуре. И уже остывшую курицу с фасолью раскладываю в 2 больших контейнера. Один из которых уберу в холодильник, и это будет ужин вторника на всю семью, другой контейнер заморожу. Ароматнейшая и вкуснейшая курица, тушеная с фасолью и овощами в томатном соусе, прекрасно насытит всю семью зимним вечером. В большинстве своем современная кухня оснащена плитой или варочной панелью на 4 конфорки. Так что ничто не помешает мне готовить сразу несколько блюд одновременно, чтобы уложиться в запланированные 3 часа. И уже в то время, пока варится фасоль для первого блюда, я начинаю готовить второе, для которого не очень крупно режу филе куриного бедра. Выкладываю в большую жаровню и обжариваю со всех сторон, постоянно помешивая, без добавления масла. Вот чем мне нравится готовить в посуде с толстыми стенками. Процесс обжарки очень отличается от привычного, нет никакой зажаристой корочки, больше похоже на тушение. Когда куриное мясо схватилось со всех сторон, добавляю соль. Готовлю еще пару минут и курицу из жаровни вынимаю. В жаровню кладу немного масла, у меня топленое, можно взять растительное или кокосовое. Буду обжаривать овощи и специи, а точнее измельченный чеснок и зеленый лук. У меня белая часть лука, так как зеленую я уже чуть ранее использовала для салата. Также подойдет и репчатый. В ступке измельчаю целые зерна кориандра и немного дробленого перца чили, буквально щепотку. Смешиваю их с молотым имбирем, молотым мускатным орехом, пажитником, или еще эту специю называют шамбала,
и куркумой. Отсутствие каких-либо специй, новые незнакомые названия – это не повод отказываться от приготовления блюда. Ведь вы всегда можете взять специи, которые на ваш вкус подходят к мясу, рыбе, овощам, любому блюду, которое вы готовите. Ну а я тем временем смесь специй обжариваю с луком и чесноком в течение 15-20 секунд, чтобы они раскрыли свой аромат. И далее в жаровню выкладываю измельченный сладкий перец, а также нарезанную кубиком ароматную тыкву. Тушу овощи 2-3 минуты, добавляю молоко. Также можно взять нежирные сливки. Овощи солю и примерно через 3-4 минуты тушения под крышкой в жаровню возвращаю курицу. Все вместе готовлю 5 минут. Выжимаю сок из половины лимона. Не пропускайте этот момент. Лимонный сок очень хорошо оттеняет вкус блюда. Еще буквально пара минут и жаровню с огня снимаю. Блюду даю полностью остыть. Остывшее тыквенное карри делю пополам и раскладываю в 2 больших контейнера. В контейнер, который буду замораживать, с краю кладу пакет с отварным рисом. Про гарниры расскажу немного позже. Итак, один из контейнеров, где нет риса, убираю в холодильник, это будет ужин понедельника, второй в морозилку. Вот так выглядит моя порция ужина, только тыквенный карри с курицей. Гарнир в виде отварного риса – это для домочадцев. Потому как я на ужин стараюсь углеводы употреблять в минимальных количествах. Ведь это классическая подача карри и отварной рассыпчатый рис. И следом за тыквенным карри готовлю еще одно потрясающее блюдо. Очень простое, зимнее и вкусное. Измельчаю репчатый лук и пассерую его до мягкости с добавлением топленого масла. Также можно использовать и растительное масло. Примерно через минуту в жаровню к луку отправляю фарш из бедра индейки. Обжариваю его, постоянно помешивая, так чтобы не было крупных комочков. Когда кусочки фарша полностью поменяли свой цвет, совсем немного его солю и добавляю черный молотый перец. И королева моего зимнего меню – квашеная капуста. Мой способ заготовки квашеной капусты вы можете посмотреть, перейдя по ссылке, которую оставлю в описании. Капусту разравниваю и жаровню закрываю крышкой. Огонь внизу минимальный. Первый раз проверяю капусту примерно через полчаса. Смотрю наличие жидкости. Если жидкости очень мало, нужно добавить немного воды. Содержимое жаровни перемешиваю и тушу под крышкой также на медленном огне еще 30 минут. Готовой тушеной капусте даю полностью остыть. Также делю на 2 равных больших контейнера. Один контейнер убираю в холодильник, это ужин в среду, второй в морозилку, вместе с отварной гречкой. Моя порция на ужин – вкуснейшая квашеная капуста, тушеная с фаршем индейки. Для домочадцев дополняю ее вареной гречкой. На гарнир можно приготовить любую рассыпчатую крупу, ведь все они прекрасно переносят заморозку. И сварить крупы – дело, в общем-то, не хитрое и не трудоемкое. К тому же свободные конфорки у меня есть. И сегодня самые простые варианты. Когда рис и гречка полностью остынут, также разделю их на 2 равные части. Половину готовых круп буду замораживать. Использую для этого плотные пакеты с замком. Такие пакеты, кстати, многоразовые, они прекрасно моются и используются неоднократно. Ну а ту часть гарниров, которую буду убирать в холодильник, перекладываю в пищевые контейнеры. Итак, повторю еще раз, чтобы было более понятно. 3 ужина храню в холодильнике. Первый день – это тыквенное карри и рис на гарнир для домочадцев. Второй день – курица, тушеная с фасолью в томатном соусе. И третий день – тушеная квашеная капуста с фаршем индейки. Для домочадцев на гарнир отварная гречка. В морозилку пойдет точно такой же набор блюд. Тушеная курица с фасолью, тыквенное карри с рисом и квашеная капуста с гречкой. Объем капусты достаточно большой, так что гречка в контейнер просто не помещается, поэтому заморожу ее отдельно. Все эти блюда прекрасно переносят заморозку. Очень важно правильно их разморозить. Я примерно за сутки до употребления переставляю в камеру холодильника. Тогда процесс разморозки будет постепенным и вкусовые качества блюд не испортятся. К тому же в морозилке они проведут не более недели. И часто возникает вопрос, как же я их разогреваю. Заодно покажу гречку, которая провела в морозилке несколько дней. Я ее полностью разморозила в холодильнике. Гречка осталась такой же рассыпчатой и ароматной, как после приготовления. Выкладываю ее в сковороду с антипригарным покрытием. Добавляю 2-3 столовые ложки воды и под крышкой на самом маленьком огне прогреваю 3-4 минуты. Ну а с основными блюдами, которые сегодня готовила, вообще нет никаких проблем. В
каждом из них достаточно много жидкости в виде соуса, так что прогреть их в сковороде под крышкой без добавления масла не составит никакого труда. Смотрите и другие мои видео, ссылка сейчас на экране. Надеюсь, мои идеи пришлись вам по вкусу, и вы обязательно приготовите эти блюда.